Приветствуем всех на нашей лекции для метеоритной галереи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Это ежемесячная лекция в третье воскресенье каждого месяца. И если вы зарегистрируетесь на одну лекцию, то вы регистрируетесь сразу на весь цикл. Этими деталями будет заниматься наш модератор Джульетта Кук, которая будет время от времени навещать нас. В любом случае, сегодня я рад представить Ташу Дан из колледжа Колби. Он находится в сельской местности в Уотервилле, штат Мэн. И я рад здесь вас видеть. Я знаю ее несколько лет. Она получила степень бакалавра геологии в Тулейнском университете в Новом Орлеане. Она работала в сфере экологии в течение нескольких лет. Затем вернулась в аспирантуру Университета Теннесси, где она работала с легендарным Макс Уином. И она давно интересовалась геологией Солнечной системы и планетарной геологией. И я вижу, что она поработала доцентом в штате Иллинойс. Разве это нормально, Таша? Да, я переехала в Урбану, Иллинойс, но так и не смогла вернуться к нормальной жизни. В любом случае, я полагаю, она работает над тематикой, связанной с Марсом. И она также работает с углистыми хондритами. И у нее есть несколько аспирантов и студентов. И она публикуется вместе с ними. В настоящее время она казначей метеоритного общества. Работа, которую когда-то выполняли и я, и Кевин. И в ее честь назван астероид 8999. Я вижу, что она поработала с фондом Клэр Бутлюс. Не хочешь что-то сказать про него? У фонда есть программа поддержки женщин в науке STEM, и когда я была стажером здесь в Колби, меня назначили консультантом этой программы. Я знаю, что Клэр Бутлюс была женой Генри Люса, издателя журнала Time и основателя фонда. Клэр Бутлюс работала послом. В какой-то момент она написала довольно провокационную пьесу под названием «Женщины», и в свое время она была консервативным голосом и сильным антикоммунистом в своих делах. Но в любом случае это не относится к теме. Да, и Таша теперь не работает в этом фонде. Сейчас Таша профессор геологии в колледже Колби в Уотервилле, штат Мэн. И сегодня она расскажет о том, что происходит с метеоритами, если становится жарко, или о метаморфизме примитивного вещества Солнечной системы. И давайте без лишних слов приступим. Сегодня я хочу немного поговорить о метаморфизме хондритов, и в частности углистых хондритов. Но я собираюсь начать с самого начала и рассказать небольшую предысторию. Я думаю, что некоторые из вас, кто участвовал в этой серии лекций за последние несколько месяцев, уже довольно крутые в метеоритике. И, возможно, они немного более осведомленные насчет этой предыстории. Но я позабочусь о тех из вас, кто этого не делал. И давайте начнем с небольшого разговора о том, чем являются метеориты. И я думаю, что большинство из вас, вероятно, знают, что технически это просто кусочки других планетарных тел, приземлившиеся на Землю. Но я думаю, когда большинство людей думают о метеоритах, они представляют в своей голове очень специфический вид камня. И поэтому они, вероятно, уже вообразили что-то похожее на это. Итак, это железный метеорит. Железные метеориты очень тяжелые, и поэтому они выделяются на фоне других материалов. И когда люди поднимают что-то очень тяжелое, они сразу думают, что за странная вещь. И эта вещь выполнена в основном из металла, а также обычно отличается относительно черным, блестящим внешним видом, и иногда имеет небольшие вмятины на поверхности. И это довольно стандартное описание метеорита, по крайней мере так, как его себе представляет большинство людей. Но дело в том, что метеориты на самом деле очень разные. И не все метеориты сделаны только из железа. Некоторые метеориты сделаны из железа и других материалов. Вот пример полосита. Он в первую очередь сложен железом, но вы можете увидеть в них небольшие кристаллы оливина, которые довольно распространены в Солнечной системе. А вот хондрит. И сегодня мы будем говорить о хондритах. Это очень и очень отличается от того, что вы, вероятно, представляете, когда думаете о метеорите. А также это сильно отличается от того, когда вы представляете простой камень с Земли. Они очень-очень отличаются по своему составу и своей структуре. И мы сегодня поговорим об этих различиях. Вот пример хэт-метеорита, который происходит с астероида Веста. И он выглядит очень похожим на земную магматическую породу. Он выглядит так, как что-то, что могло образоваться в результате извержения вулкана на Земле. Однако он на самом деле из космоса. А вот ангрит. И опять же он очень похож на обычный земной камень,
но он прилетел из космоса. Таким образом, в коллекции метеоритов у нас действительно большое разнообразие метеоритных видов. И на самом деле железные метеориты составляют лишь очень небольшой процент. Большинство же метеоритов относятся к хондритам. Некоторые метеориты прилетели с планетных тел, которые мы называем дифференцированными. Термин «дифференцированный» – довольно причудливое научное слово. Главным образом это обозначает тело, которое было разделено на слои с различной химией. И это произошло из-за разогрева в ранней Солнечной системе. И под действием разогрева металл и силикатные минералы, которые в основном слагают горные породы, на этих телах физически разделились. Металлические капли переместились вниз в центр, а более легкое силикатное вещество заполнило срединную часть недр и самую верхнюю, которую мы называем корой. И, конечно же, Земля является дифференцированным объектом, так же, как и планеты земной группы, например, Марс. Он, вероятно, самый известный из них, особенно в настоящее время, а также Луна, которая также является дифференцированным телом. И это пример астероида 4 Веста. Веста является одним из малочисленных известных нам дифференцированных астероидов в Солнечной системе. Интересным фактом о дифференцированных телах является то, что, получая метеориты с них, мы фактически отбираем пробы из разных областей недр этого объекта. Например, железные метеориты представляют собой фрагменты железного ядра, что является поистине интересным и полезным для нас. Ведь если мы представим, как выглядит ядро Земли, то это далеко не простой объект, который мы могли бы непосредственно визуализировать или получить как-то напрямую с него образец. Но используя метеориты, у нас появилось представление о том, как должно выглядеть наше ядро. Полоситы, о которых я упоминала ранее, состоят в основном из железа и оливина. И мы полагаем, что они представляют собой границу мантии ядра. Это область на границе слоя мантии ядра. Из мантии происходит его оливин, представляющий силикатные минералы, а из ядра – металл. И опять просто удивительно осознавать, что мы можем опробовать именно эту конкретную область внутреннего строения планетарного тела, что сейчас невозможно сделать у нас на Земле. Это действительно потрясающе. Иногда я задумываюсь об этом, так что подумайте об этом. Кроме того, большинство метеоритов, произошедших из этих дифференцированных планетиземалей, представляют собой материал их коры и, возможно, даже верхней мантии. Это метеориты группы Хэт, гавардиты, эвкриты, диогениты. Все они представляют кору астероида 4 Веста. Так что это действительно интересные породы, которые дают нам важную информацию о процессах формирования планет. Но большинство метеоритов на самом деле происходит не от планетарных тел. Они представляют недифференцированные астероиды. Это астероиды, не прошедшие стадию плавления, и они в основном расположены в так называемом поясе астероидов. Пояс астероидов – это область пространства между Марсом и Юпитером. Его средняя орбита составляет около 3 астрономических единиц. 1 астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца, то есть его радиус в 3 раза больше. Это очень большая область в пространстве. В ней, по крайней мере, около полумиллиона астероидов. И это число, вероятно, стремится к миллиону, так как мы еще все их не обнаружили. Еще остались довольно мелкие астероиды, которых намного сложнее идентифицировать. Но этого материала много. Однако странность пояса астероидов заключается в том, что несмотря на то, что в нем сосредоточено много тел из этого материала, но в абсолютных значениях по массе его очень мало. Его общая масса составляет всего около 4% массы Луны. То есть в реальности это очень небольшая масса. И треть этой массы сосредоточена в самых крупных астероидах. Таким образом, вы можете находиться на астероиде в поясе астероидов и смотреть в космос и не разглядеть другие астероиды по соседству. Так что реальность сильно отличается от того, что нам показывают в научно-фантастических фильмах, где показывают пролет космического корабля в поясе астероидов, и где все время приходится уворачиваться от летящих со всех сторон каменных тел. В реальности вокруг отдельных астероидов мы бы ничего не увидели. Так что это очень разреженное пространство. Тела в поясе астероидов в большинстве своем относительно малы. Кроме того, у большинства у них очень странная форма. Это связано с тем, что для приобретения сферической формы необходимо достичь размера примерно 500 километров в диаметре. Так что маленькие объекты сохраняют очень необычные, часто сильно вытянутые формы. Мы называем эти недифференцированные астероиды примитивными телами. Примитивное обозначает, что они содержат самое древнее нетронутое твердое вещество в Солнечной системе. От этого и произошел термин примитивный. Это материал, который существовал еще до образования планет. А тип метеоритов, представляющих вещество этих примитивных астероидов, называется хондритом. И именно о них я буду говорить сегодня. И вы можете увидеть, что хондриты внешне отличаются от земных пород. Сейчас я собираюсь обсудить их составляющие, и вы увидите, что они состоят из хондр, матрицы и кальциево-алюминиевых включений. Но сначала давайте поговорим о различных видах хондритов. Здесь перечислены все виды хондритов, чтобы дать нам представление. Что касается обозначений.
Существует три основных класса хондритов: углистые, обыкновенные и энстатитовые. Обыкновенные хондриты, безусловно, являются самыми распространенными из всех хондритов. Именно поэтому они на самом деле получили свое название. И они делятся на три группы в зависимости от содержания железа. Группа H – это группа с высоким содержанием железа, L – это группа с низким содержанием железа, а LL – это группа с более низким содержанием железа, чем в группе L. Класс энстатитовые хондриты. Это хондриты, которые состоят в основном из минерала энстатит, магнезиального пироксена. Таким образом, энстатитовые хондриты разделяются на группы с высоким и с низким содержанием железа, EH и EL. И далее у нас идет класс углистых хондритов. Они подразделяются на самые разные группы углистых хондритов. Термин углистый немного неправильный с точки зрения их классификации. На самом деле у них не так много углерода, за исключением хондритовой группы CI, которые являются самыми примитивными хондритами во всей Солнечной системе. Но это название исторически закрепилось с тех пор, как мы начали открывать другие группы хондритов, как это часто бывает в истории. Есть класс несгруппированных хондритов, включая специфические группы R и K. Это те хондриты, которые не вписываются в предыдущие классы. Но если внимательно рассмотреть все эти изображения, то можно опять заметить, что хондриты совсем не похожи на земные горные породы. Вы никогда не найдете на Земле ничего на них похожего. И опять же, это связано с тем, что они состоят из этих компонентов ранней Солнечной системы, которые на планетах, подобных Земле, были уничтожены физическим процессом дифференциации. Таким образом, изучение компонентов хондритов – это все равно, что смотреть в окно прошлого Солнечной системы во время ее формирования. Итак, давайте рассмотрим все эти составляющие хондритов по отдельности, так как сегодня я собираюсь поговорить о том, как эти составляющие изменяются при разогреве родительского астероида. Поэтому сначала мы немного в них разберемся. И я хочу начать с хондр. Хондры являются составляющей хондритов, из-за которых их так назвали. Можно представить хондриты как агрегат хондр. По-древнегречески хондрос – это зерно. И здесь представлены два их шлифа. Это шлифы хондритовых метеоритов. И хондры хорошо различимы по их округлой форме. Итак, на обоих изображениях много таких круглых объектов. Но если бы мы на них посмотрели бы в трех измерениях, то увидели бы их реальную сферическую форму. Они сферические, поэтому мы полагаем, что они образовались из жидкости или из расплавленного вещества, которое очень быстро остыло. И поэтому они сохранили эту сферическую форму, так как охлаждение происходило очень быстро. Это как ледяная крупа. Я использую эту аналогию, когда она выпадает на Землю. Хондры обычно имеют размер от миллиметра до сантиметра. Иногда они могут быть как чуть меньше, так и чуть больше. Но по этим изображениям вы можете понять об их общей распространенности во многих различных типах хондритов. Еще один компонент, который вы можете различить на этих изображениях, это более темный материал. Это то, что мы называем матрицей. Вещество матрицы – это практически все то, что находится в промежутках между остальными компонентами хондритов. Оно выглядит очень темным в шлифах и срезах, так что вы его можете относительно легко отличить от хондр. Существует несколько типов структур хондр, которые дают нам информацию о том, как они формировались и, в частности, как они охлаждались. И приведу здесь несколько примеров. Эти хондры засняты под микроскопом в скрещенных никелях, то есть в поляризованном проходящем свете. И поэтому на этих изображениях хондры отличаются от того, что мы видим невооруженным глазом. И поэтому мы видим их красочную интерференционную окраску, так как мы контролируем поляризацию света. Так кристаллы выделяются немного четче. Кажется, что они похожи на диски из дискобола. Вот пример порфировой оливиновой хондры. Порфировый – это геологический термин, обозначающий структуру, в которой есть крупные зерна, окруженные очень и очень мелкими зернышками или мелкозернистой матрицей. Итак, это порфировая оливиновая хондра PO, а это порфировая оливин-пироксеновая хондра POP. И мы знаем, что они затвердели из частично расплавленных капель. Некоторые хондры, такие как колосниковые оливиновые BO и радиально-лучистые пироксеновые RP, затвердели из полностью расплавленных капель. Существует множество разных видов хондр, на которые действительно приятно смотреть. И некоторые ученые всю свою карьеру построили на изучение хондр. Их особенно интересуют магматические особенности в таких телах. Я хочу представить вам еще один набор изображений хондр, которые хорошо иллюстрируют то, что называется мезостазисом. И мезостазис здесь показан синим цветом. Это изображение в искусственных цветах. А слева вверху микроснимок в обратно рассеянных электронах, сделанный на сканирующем электронном микроскопе. С его помощью можно разглядывать метеорит с очень высоким разрешением. И чем темнее область, тем меньше в ней тяжелого железа, и чем она ярче,
тем выше содержание железа. Итак, это карты в искусственных цветах, сделанные на основе снимков обратно рассеянных электронах БСЕ. И нам здесь важна светло-голубая область, обозначающая мезостазис. Таким образом, мезостазис – это в основном вещество, которое образуется между или вокруг более крупных вкрапленников оливина и энстатита. И все эти хондры из энстатитового хондрита. Он называется по преобладающему минералу энстатит. В других хондритовых группах по большей мере преобладал бы оливин. Но здесь вы можете относительно хорошо различить мезостазис. Опять же, в качестве аналогии мезостазиса можно представить матрицу цельной породы, о которой мы поговорим позже. Сейчас я хотела бы познакомить вас с другим действительно важным компонентом хондритов. Это белые тугоплавкие включения или кальциево-алюминиевые включения CAI. Итак, на этом изображении слева показан срез углистого хондрита группы CV-Альенда. На нем хорошо различимы белые включения CAI в виде белых амебовидных объектов. Таким образом, по форме они сильно отличаются от хондр. Справа показана карта, раскрашенная в 3 цветах RGB. По сути, это наложенные друг на друга изображения в красном, зеленом и синем цветах, где цвета соответствуют содержаниям магния, алюминия и кальция. И белые включения резко выделяются, так как они состоят в основном из минералов, содержащих кальций и алюминий. Визуально они отличаются от хондр, которые преимущественно имеют красноватый оттенок из-за присутствия магния. Кальциево-алюминиевые включения имеют особое значение, так как они представляют самое древнее твердое вещество в Солнечной системе. Оно самое первое вещество, которое сконденсировалось из солнечной туманности 4,567 миллиардов лет назад. Именно по ним мы получаем возраст Солнечной системы. Он получается из возраста белых включений CAI. Вот 2 других изображения в обратно рассеянных электронах, где можно рассмотреть белые включения вблизи. На левом фото более темным показан минерал шпинель. Минерал посветлее – это мелилит. Итак, обе эти фазы богаты магнием, кальцием и алюминием. И это самые ранние твердые фазы, сконденсированные в Солнечной системе. А справа еще большее увеличение. И теперь о последнем компоненте хондритов, о металле. Итак, металл не является составной частью всех хондритов, но его наличие характерно для обычных и энстатитовых хондритов. И этот случай на верхнем изображении справа углистый хондрит CR, а внизу CH. Таким образом, в некоторых группах углистых хондритов можно также найти некоторое количество металла, но он в них не так распространен, как в случае с обычными хондритами. Металл представлен никелистым железом, и вы можете заметить его неоднородное распределение по образцу, как возможное в самой ранней Солнечной системе. Теперь давайте поговорим о том, как создавались все эти составляющие хондритов. Иногда мы называем их ингредиентами. Так как же мы создаем все ингредиенты наших хондритов, которые затем будем изменять, метаморфизировать и разогревать? Для этого нам нужно вернуться к исходной солнечной туманности. Солнечная туманность представляла собой гигантское газопылевое облако. И когда это облако начало остывать, то из него начали конденсироваться все эти компоненты. И это немного сложно для восприятия, так как мы получаем твердое вещество из газа, десублимируем, что обычно не соответствует нашим представлениям о процессе образования твердых веществ. Мы обычно представляем, что твердые вещества образуются преимущественно из жидкостей, например, при образовании из жидкой магмы. Магма является довольно хорошей аналогией. Магма – это расплавленная порода с летучими. И если вы хотите превратить ее в твердую породу, вам следует ее охладить. При охлаждении жидкости либо расплавленной породы происходит кристаллизация и затвердевание. То же самое происходило и в солнечной туманности. Еще на одну деталь следует обратить внимание при образовании всех этих хондритовых составляющих из солнечной туманности. Это то, что у них разные температуры кристаллизации. По аналогии в магме не все минералы образуются одновременно из-за различной температуры плавления или кристаллизации. Есть минералы, которые формируются первыми в магме, а есть минералы, которые формируются позже при более низких температурах. Точно так же и в солнечной туманности. Там есть компоненты, такие как минералы, обогащенные кальцием и алюминием, которые образуются при очень высоких температурах. Они выпадают первыми, и только затем появляются более низкотемпературные фазы. Итак, когда облако остывает, у нас происходит процесс конденсации, у нас образуются тугоплавкие включения, металлические зерна, и затем образуются минералы-матрица. Это основная последовательность конденсации. Хондры сформировались немного позже, вероятно, через 1-2 миллиона лет после момента образования белых включений. В результате какого-то загадочного процесса, который мы до конца еще не понимаем. Напомню, у нас здесь была лекция Алана Рубина о формировании хондр в декабре. Вообще существует много различных гипотез о том, как образуются хондры. Существует даже гипотеза, что они образовались прямо из солнечной туманности. Но это совсем другая тема для доклада.
Но пока зафиксируем факт, что хондры как-то образовались каким-то механизмом. Итак, теперь у нас в наличии все составляющие хондр, которые плавают вокруг в Солнечной системе. И в целом эти компоненты должны были как-то найти друг друга, чтобы сформировать более крупные тела. И этот процесс образования больших тел из мелкого материала называется аккрецией. Итак, далее мы собираемся создавать крупные тела. И здесь представлена небольшая схема аккреции. Аккреция – это процесс разрастания от очень мелкого материала ко все более и более крупным объектам. Процесс разрастания управляется различными силами в зависимости от размера материала. Мелкий материал, такой как белые включения и хондры, срастаются друг с другом посредством слабых электростатических сил. Притягиваясь за счет этих сил, они находят друг друга. В общем, это похоже на домашние комки пыли. У нас и вокруг домах скапливается много пыли, независимо от наших стараний по уборке. И эти маленькие пылинки имеют очень-очень слабый электростатический заряд. Но все-таки его хватает для их взаимного притяжения и связывания. И в следующий момент вы обнаруживаете огромный комок пыли в углу вашего дома. И таким же образом происходит объединение этих объектов в облаке. Эти агрегаты увеличиваются в размерах и переходят в стадию планетизимали, к моменту, когда они достигают размеров в десятки или сотни километров. Основным фактором, ведущим к дальнейшему разрастанию тел, становятся случайные столкновения. Таким образом, случайные столкновения становятся движущей силой этой аккреции. И по мере того, как эти планетизимали становятся все больше, процесс аккреции становится более зависимым от гравитации. Таким образом, в конце концов, у нас остается всего несколько планет из-за процесса, называемого неконтролируемым или олигархическим ростом. По сути, это означает, что некоторые из этих планетизималей стали весьма крупными телам, чтобы посредством своей внушительной гравитации притягивать все больше и больше материала. И поэтому эти тела за счет своей гравитации росли намного быстрее. И таким образом образовались, например, планетные тела земной группы. Родительские астероиды примитивных метеоритов, вероятно, достигли только стадии планетизималей. Но они определенно не стали значительно больше. Им не удалось собраться в более крупное тело или планету, на которой вещество подверглось бы дифференциации. Таким образом, объекты, которые мы рассматриваем, находятся в диапазоне размеров планетизималей. Итак, вот здесь начинается самое интересное. Факт, что эти примитивные астероиды не расплавлялись, вовсе не означает, что с ними ничего не происходило. Это не означает, что они не были подвержены процессам изменения. На самом деле существует несколько различных типов вторичного изменения, которые могли произойти на этих астероидах. И в основном это происходило во время процесса аккреции, при достижении размера планетизималей. И первый процесс – это ударные события. И опять столкновения случались очень часто в ранней Солнечной системе, поскольку вокруг было много материала, плавающего в пространстве. Таким образом, при столкновении двух тел могли происходить различные явления, такие как ударный метаморфизм, который не является тем видом метаморфизма, о котором я сегодня буду говорить. Однако он является очень высокобарной, высокотемпературной и кратковременной формой метаморфизма. При космических столкновениях происходит сильное сжатие, что приводит к шоковой метаморфизации вещества. Единственными способами получить такой ударный метаморфизм на Земле – это либо крупный удар небесным телом, либо ядерный взрыв. Имеется в виду диапазон температур и давления, при которых возникает ударный метаморфизм. При столкновении двух тел также могут образовываться области плавления, но не для всего тела, а только для небольших участков, карманов плавления. Брикчирование – это еще один процесс, или, можно сказать, еще один эффект ударного воздействия. И это означает, что объект разбивается на очень мелкие фрагменты, которые затем вновь сливаются вместе, создавая более фрагментированный вид. И последнее, что вызывает особый интерес у меня в последние годы, это смешение. Когда два астероида сталкиваются между собой с очень низкой скоростью, выброшенный в результате столкновения материал не улетает далеко. Гравитация снова стягивает его обратно. Таким образом получается новый объект, новое тело, содержащее части разных астероидов. И поэтому я очень сильно заинтересовалась поиском хондритов, в которых есть другие кусочки хондритов. Это то, что мне нравится исследовать. И это отличные курсовые для студентов. И здесь посередине показан обыкновенный хондрит с фрагментом другого класса хондритов. Таким образом происходит очень многое при ударных воздействиях. Есть еще отдельный менее значительный тип вторичных процессов – это водное изменение, процесс, сходный с земным. Это изменение состава породы при взаимодействии с водой или льдом. Такие взаимодействия происходят в основном на углистых хондритовых телах. Мы полагаем, что эти хондритовые тела сформировались в более удаленных частях Солнечной системы. Это более холодные области, где при аккреции могли накапливаться ледяные частицы. Их периодическое таяние могло быть источником жидкой воды. При этом происходят следующие изменения: меняется минералогия, структура. Водное изменение хондр будет выглядеть примерно так. Слева довольно обычная порфировая хондра. Но если бы она подверглась воздействию воды, то
что ее минералогия и чуть-чуть структура изменится, как на фото справа. А водные изменения – это очень и очень сложный процесс. И об этом можно долго говорить. Я оставлю эту тему другим докладчикам. У нас был доклад Андриана Берли в ноябре, который немного осветил эту тему. Но теперь я хочу сосредоточиться на метаморфизме. Метаморфизм – это изменение минералогии и структуры, но эти изменения происходят в твердом состоянии в результате повышения температуры и давления. Если нам надо определить метаморфическую породу на Земле, то мы ищем определенные типы деформационных структур. Например, складки, которые указывают, что две породы были сдавлены вместе и затем, вероятно, метаморфизованы. Это структура меланитизации. Это тектоническое облегчирование. И все эти разные структуры возникают в результате повышения давления и температуры. Итак, мы будем искать такие характеристики, которые говорят нам о метаморфизме пород. Еще одна очень распространенная текстура, которая указывает на метаморфизм земных горных пород, это сланцеватость. Сланцеватость выражается в преимущественном направлении расположения минералов. Если вы представите, например, исходную магматическую породу, то у нее минералы ориентированы случайным образом. Здесь нет выраженной линейности. Но если магматическая порода испытает направленное давление с противоположных сторон, то все составляющие минералы будут прижаты друг к другу, и у нас возникает красивая полощатость. Это можно представить, как если взять шарик жвачки или что-то в этом роде, поместить ее между руками и сжать, то шарик жвачки расплющится. И здесь, по сути, происходит то же самое. Это сплющивание или выравнивание минеральных зерен. И эта структура получается из-за приложенного давления. Другой тип структурных изменений, который мы наблюдаем в горных породах на Земле, подвергшихся метаморфизму, называется гранобластовой структурой. Это структура, которая образуется, когда горные породы подвергаются высокотемпературному метаморфизму. Итак, если вы поместите породу в условия с более высокой температурой и повысите эту температуру, первое, что произойдет с породой, с точки зрения структуры, ее зерна станут крупнее и более однородны по размеру, и они приобретают более однородную форму. И вы можете очень хорошо распознать гранобластовую структуру в метаморфической породе по тройному сочленению под углами 120 градусов. И таким образом все зерна, прижатые друг к другу, образуют угол на контактах в 120 градусов. И, наконец, пожалуй, самое главное изменение в минералогии. Оно происходит потому, что не все минералы стабильны в одном и том же диапазоне давления и температур. При нагреве породы часть минералов становятся нестабильными. Они вступают в химическую реакцию и преобразуются в новые стабильные минералы. Таким образом, изменения в минералогическом составе вызываются повышением температуры без изменения давления. Также эти реакции ускоряются присутствием флюидов. Итак, с помощью этих признаков мы можем распознать метаморфическую породу на Земле. И мы можем представить, что мы будем искать схожие признаки в хондритах. Однако давление на астероидах ничтожно мало. Поэтому, когда мы говорим о метаморфизме на астероидах, речь идет о термическом метаморфизме. Таким образом, это метаморфизм, связанный только с температурой. Я хотела бы использовать тут персонажа Жаркого Скрягу из старого мультика про Рудольфа Красноносого оленя конца 60-х годов, чтобы проиллюстрировать это. Потому что здесь работает только высокая температура, без влияния давления. Откуда все это тепло? Тепло образовалось за счет радиоактивного распада алюминия-26. Алюминий-26 является короткоживущим радиоактивным изотопом. Радиоактивные изотопы нестабильны по своей природе, и поэтому они всегда стремятся к распаду на более устойчивые элементы. В данном случае стабильным дочерним продуктом является магний-26. Этот распад имеет период полураспада около 700 тысяч лет. Периодом полураспада мы обозначаем количество времени, необходимого для распада половины атомов этого вещества. Таким образом, примерно через 14 миллионов лет весь этот алюминий-26 исчезнет. Итак, речь идет именно об этих временных рамках, в течение которых происходил основной разогрев. В результате реакции при распаде алюминия-26 на магний-26 выделяется много тепла. В результате недра астероида будут выглядеть примерно так. Но это не химические слои, такие как ядро, мантия и кора. Здесь разные слои представляют разные температуры, которые могли быть достигнуты во время метаморфизма. Таким образом, самое высокотемпературное вещество оказывается в центре тела. И по мере продвижения наружу температура вещества будет уменьшаться, так как поверхность будет остывать, и тепло будет уходить в космос. Таким образом, материал в центре должен был испытать самые высокие температуры, а значит и самую высокую степень метаморфизма. Мы называем это моделью луковицы. Была разработана особая шкала степени метаморфизма образцов.
Это было проделано в конце 60-х годов Ван Шмутцем и Вудом. И она называется шкалой петрологических типов. И я буду часто упоминать эти числа в дальнейшем. Петрологический тип описывает степень метаморфизма. Так, тип 6 означает вещество, подвергшееся наибольшему нагреву и самым высоким температурам. Затем идут типы 5 и 4. И тип 3 соответствует веществу, находящемуся очень близко к поверхности и испытавшему очень низкие степени метаморфизма. Это вещество типа 3 имеет большое значение для нас, петрологов, при изучении метаморфизма в хондритах, так как он очень и очень чувствителен к ранним стадиям метаморфизма. Из-за этого мы фактически разделяем петрологический тип 3 на подтипы от 3.0 до 3.9. Тип 3 настолько чувствителен, что мы действительно можем видеть и понимать метаморфизм при таких очень низких температурах. Теперь стоит отметить, что эти астероиды со структурой луковицы не обязательно сохраняли такую структуру в течение длительного времени. И опять же это происходило, потому что ранее Солнечная система была очень и очень хаотичной. Многие из астероидов были бы разрушены в результате столкновений, а затем пересобраны заново вместе, образуя астероиды со структурой Rubble Pile или груды щебня. Астероид Итакава, который тщательно был изучен в ходе японской миссии Хаябуса, является очень хорошим примером астероида типа груды щебня. И когда вы взглянете на него, он выглядит очень рыхлым. На его поверхности есть валуны, которые кажутся, что с трудом держатся на поверхности. И это означает, что тела, которые выглядят так, были в своей истории разбиты столкновениями и заново пересобраны из обломков. Обыкновенные энстатитовые хондриты метаморфизуются в пределах от 3 до 6 петрологического типа. R-хондриты и K-хондриты слабо метаморфизованы и относятся к петрологическому типу 3. А теперь давайте рассмотрим углистые хондриты, которые наиболее мне интересны, так как я их изучаю, начиная с аспирантуры. Они подвергаются необычным изменениям. И существует 4 группы углистых хондритов, которые подвергаются метаморфизму. Это COU, CB, CK и CH. Но единственная группа углистых хондритов, которая испытывает весь спектр метаморфизма, это только группа CK. Остальные перечисленные углистые группы метаморфизованы только в пределах петрологического типа 3. Так как же метаморфизм влияет на эти различные составляющие в хондритах? Какие признаки мы ищем как доказательство метаморфизма хондрита? Первый признак, пожалуй, самый очевидный. Это перекристаллизация. И перекристаллизация – это всего лишь изменение структуры объекта. Первое, что в хондритах происходит во время перекристаллизации – это главным образом перекристаллизация матрицы. Она превращает матрицу из очень и очень мелкозернистого материала в более крупнозернистое вещество. Такое метаморфическое преобразование происходит при повышении температуры. Вот здесь изображение обыкновенных хондритов петрологического типа 3. Это шлиф в проходящем свете. И поэтому вы можете очень хорошо различить хондру. Она очень легко распознается, и ее окружает темный материал. Это матрица. Обе составляющие хондрита легко распознаются, но по мере увеличения метаморфизма, например, до типа 4, а затем до типа 5, эта матрица начинает становиться гораздо более грубозернистой. И когда это происходит, более темная часть реально исчезает, верно? Потому что ее вещество превращается в более крупнозернистые кристаллы. И границу между матрицей и хондрами становится все гораздо сложнее различить. Например, если я скажу, что здесь была хондра, то будет очень трудно признать, что это так. И к тому времени, когда мы доберемся до петрологического типа 6, весь этот материал будет перекристаллизован. И больше у нас не будет возможности разграничить хондры, потому что все они будут полностью перекристаллизованы. Вот еще один пример того, как это происходит с веществом энстатитовых хондритов. Слева третий петрологический тип. Он выглядит как типичные хондриты, которые я показывала до этого. А справа у нас петрологический тип 6. И эта структура очень и очень отличается от структуры хондрита слева. Вещество полностью перекристаллизовано. Вот несколько примеров углистых хондритов CK. Хондриты CK – это мои самые любимые хондриты. Я провела много времени на их изучение. Здесь представлены типы от 3 до 6. И опять вы видите, по мере того, как вы увеличиваете метаморфизм, хондры начинают исчезать, поскольку все начинает перекристаллизовываться. И к типу 6 хондры уже больше не различимы. Другие изменения, происходящие в углистых хондритах при метаморфизме, состоят в том, что кальциево-алюминиевые включения также исчезают во время метаморфизма, потому что они также перекристаллизовываются. И поэтому вы не видите их слишком много после петрологического типа 4. Таким образом, по перекристаллизации довольно легко определить степень метаморфизма. Однако более заметными изменениями во время метаморфизма являются изменения, происходящие в минералогии, а именно изменения в химическом составе слагающих минералов, которые происходят при повышении температуры. И поэтому наилучший способ определить степень метаморфизма, например, образца хондрита, это посмотреть на однородность состава оливина.
А это соответственно означает, насколько будут равновесно изменяющиеся составы. Либо у зерен оливины наблюдается значительный разброс составов, либо у них наблюдается похожий состав. И в течение стадии метаморфизма петрологического типа 3 происходит постепенное уравновешивание составов. Первоначально широкий диапазон составов оливинов приводится к единому уравновешенному значению. И полное равновесие составов оливина достигается уже на стадии петрологического типа 4. Итак, есть несколько различных способов увидеть это. Мы можем это отобразить на гистограммах. Гистограмма показывает, насколько распространено определенное значение. В данном случае мы видим, что хондрит группы CK петрологического типа 3.6-3.7. У оливина наблюдается широкий диапазон составов, начиная от содержания фаэлита около 0 и до фаэлита около 40. Минал-фаэлит является мерой содержания железа в оливине, а значит и в целом в хондрите. Так что это очень широкий диапазон содержания железа. По мере того, как мы увеличиваем метаморфизм до типа 3.8, а затем до типа 3.9, вы можете заметить, что у нас уже не так много зерен с низкими значениями по фаэлиту. Все составы как бы стремятся к определенному более высокому значению фаэлита. Это и будет равновесное значение, так что эти типы будут более уравновешены. И подойдя к петрологическому типу 4, состав оливинов будет полностью уравновешен. И здесь почти все измеренные значения содержания фаэлита в оливине около 31. Итак, это равновесное значение по фаэлиту в углистых хондритах CK. Однако у каждой хондритовой группы свое определенное значение. Вы можете использовать количественный параметр среднего относительного отклонения PMD или отношение среднего отклонения к среднему значению. Показатель PMD часто используется для хондритов. Значение среднего относительного отклонения говорит нам, как велик разброс между значениями по сравнению со средним значением. И если у вас широкий диапазон значений, то у вас соответственно больше отклонения. А если у вас очень маленький диапазон значений, у вас небольшое отклонение. Так, например, у типа 3.6 PMD будет равно 17,1%, а у петрологического типа 4 PMD равно 1%. И таким образом состав оливинов в процессе уравновешивания движется к значению PMD в 1%. Есть также и другие элементы химии оливинов, содержание которых также меняются и становятся более уравновешенными во время метаморфизма. Такие элементы, как кальций и хром. Здесь иллюстрация того, как кальций меняется в хондрах во время метаморфизма. И вы можете видеть, что кальций также становится более равновесным, и его содержание уменьшается. При этом содержание железа в хондрах растет с увеличением степени метаморфизма, а содержание кальция падает. Это поведение относится к конкретным хондрам, а именно к оливиновым хондрам. В чем причина этого поведения? Это связано с процессом диффузии. Диффузия – это миграция атомов. Это массовая миграция атомов между составляющими объектами в горной породе. В данном случае такими объектами являются хондры, матрицы и тугоплавкие включения. Но в первую очередь, конечно, вещество хондр и матрицы. Таким образом, такие элементы, как железо, кальций и хром, перераспределяются между этими составляющими объектами во время метаморфизма. Итак, я собираюсь показать вам пример того, как это выглядит на примере земной породы. Итак, это гранат. Это гранат, испытавший очень низкую степень метаморфизма. У него наблюдается собственная зональность по составу. В частности, по магнию. Содержание магния становится выше к краям. В этих цветах становится больше красного и меньше синего и зеленого. Таким образом, содержание магния выше ближе к краю и ниже ближе к центру. И то же самое и на профилях. Это профиль состава через все зерно. По мере увеличения степени метаморфизма рисунок зональности будет меняться. И как вы видите, что наш магний начинает немного выравниваться. Здесь совсем другой рисунок зональности, отличающийся от предыдущего слайда. И если увеличить степень метаморфизма, то состав по всему зерну становится однородным. И здесь содержание магния одинаково по всему гранатовому зерну, выраженное зеленовато-желтоватым цветом. И на профиле линия магния сглажена. Вот так выглядит диффузия. И мы можем увидеть такое перераспределение железа, кальция и хрома в первую очередь между хондрами и матрицей. Таким образом, они вытягиваются из матрицы в хондры. Здесь показано, что конкретно происходит с хромом в оливине при разных степенях метаморфизма. Хром очень и очень чувствителен к метаморфизму, особенно к начальным стадиям. Здесь самая ранняя стадия метаморфизма представлена метеоритом Симаркона. Это изображение хондры в обратно рассеянных электронах. И вы можете заметить, что яркость немного выше по краям зерен и ниже к центру. То есть, соответственно, содержание хрома растет к краям и понижается к центру зерен.
То есть перед нами типичный профиль. Далее справа и внизу мы увеличиваем степень метаморфизма. В частности, если мы дойдем до этой степени внизу, то мы увидим очень высокие содержания хрома у краев зерен. Хром перемещается ближе к краям. Также заметно, что внутри зерен оливина есть яркие линии, которые выглядят как растекающиеся полосы. Это хром, который фактически начинает физически отделяться от оливина. И на последнем фото хром фактически физически отделился от оливина в хондрах, образовав зерна хромита. Хромит, в свою очередь, остается в матрице. Все это происходит уже к петрологическому типу 3.2, то есть очень-очень-очень рано. И снова с помощью гистограмм вы можете увидеть, как будет выглядеть такое изменение содержания хрома в оливине. И также для низких петрологических типов наблюдается широкий диапазон содержаний хрома, который становится значительно более узким в более высоких петрологических типах. И хром настолько чувствителен к раннему метаморфизму, что мы даже использовали его для разделения этих петрологических подтипов на еще более мелкие петрологические подтипы. Так что теперь у нас есть подтипы 3.0, 3.05, 3.10, 3.15 и, наконец, 3.2. Итак, мы фактически разделили диапазон 3.0, 3.1 на более мелкие области. И просто невероятно, насколько хром так чувствителен к метаморфизму, что мы можем настолько точно дробить стадии метаморфизма. Еще одна вещь, которая происходит во время метаморфизма, связана с мезостазисом хондровых образований, а именно изменение состава мезостазиса. И это опять связано с диффузией. При низких степенях метаморфизма мезостазис состоит в основном из изотропного стекла и небольшого количества богатого магнием оливина. И во время метаморфизма мезостазис преобразуется в натриевый плагиоклаз. Это изменение обычно происходит полностью уже примерно к петрологическому типу 3.4. Таким образом, стекло превращается или девитрифицируется в плагиоклаз, а оливин исчезает. Есть несколько способов, через которые мы узнаем о таком преобразовании мезостазиса. Например, мы можем изучить изображения, полученные катодолюминесценцией. И здесь представлены такие изображения. Катодолюминесценция – это свет видимого диапазона, который излучается минералами при облучении пучком электронов. И разные минералы будут излучать свет разных цветов. Стекло желтый, альбит красный, а натриевые плагиоклазы синий. Поэтому, если мы рассмотрим неметаморфизованные или непреобразованные хондры, то мы увидим много красных и желтых оттенков и мало синего. Однако к моменту достижения примерно петрологического типа 3.4 все уже будет синим, потому что все стекло превратится в плагиоклаз. Распределение щелочных элементов натрия и калия в мезостазисе также меняется на ранних стадиях метаморфизма. Из-за перекристаллизации альбита натриевой составляющей плагиоклаза. Эти рентгеновские карты иллюстрируют распределение калия и натрия в мезостазисе слабо или неметаморфизованных хондр. Натрий обозначен синим цветом, а калий – красным. Вы можете видеть, что на начальной стадии метаморфизма очень неоднородное распределение этих элементов. И опять же состав мезостазиса хондр будет изменяться по мере преобразования в плагиоклаз с возрастающей степенью метаморфизма. Теперь посмотрим на матрицу. Что будет происходить с матрицей? Одно из явлений, которое происходит с матрицей, это потеря железа. Железо уходит в хондры. Другое явление, происходящее в матрице, это потеря серы. Это рентгеновские карты СИО у хондритов. Высокие концентрации серы обозначены светло-розовым цветом. Итак, при наименьшей степени метаморфизма в матрице наблюдается большое количество очень мелкозернистой серы. А при более высоких степенях метаморфизма, например, в метеоритах Феликс и Ясна, сера фактически физически выделяется и концентрируется в отдельных зернах сульфидов. Таким образом, у нас появляются такие округлые зерна сульфидов. И, наконец, последнее. У нас происходит также изменение состава металла, и это также обусловлено диффузией. В целом в обыкновенных хондритах, да и вообще в метеоритах, основными металлами являются тинит и камасит, состоящие из железа с повышенным и пониженным содержанием никеля. Во время метаморфизма увеличивается концентрация кобальта в камасите, и состав становится более однородным по мере увеличения метаморфизма. И при метаморфизме никель фактически диффундирует из камасита в тинит. Таким образом, у нас также происходит изменение состава и в тините, и в камасите. Окей. В заключение я хочу дать вам представление о температурах и временных рамках, связанных с этим процессом. И они будут различаться для каждого родительского тела, для каждой из групп. В случае обыкновенных хондритов большинство проведенных исследований приходит к выводу, что пиковые температуры, вероятно, не достигают 1200 градусов.
В данном конкретном исследовании была проведена попытка расставить границы температур между различными степенями метаморфизма. Здесь исследователи предложили, что граница между петрологическими типами 6 и 5 составляет 1140 кельвинов или 866 по Цельсию. Между типом 5 и типом 4 составляет 1000 кельвинов или 726 по Цельсию. Между типом 4 и типом 3 800 кельвинов или 526 по Цельсию. Что касается оценок времени, то было проведено термическое моделирование. Для этого использовались реальные составы хондритов, чтобы задать ограничения для компьютерной тепловой модели. Исследователи предположили, что время аккреции для тела с таким размером и такими температурами, вероятно, составляло около 0,2 миллиона лет и точно не превышало полумиллиона лет. Размер данного конкретного тела составляет около 130 километров. Очевидно, что довольно сложно задавать ограничения для этой модели, но она дает нам некоторое представление о временных промежутках, температуре метаморфизма и степени метаморфизма. Однако, естественно, все эти показатели будут различаться для разных родительских тел. Я заканчиваю свою презентацию, хотя остается еще много тем, о которых можно еще поговорить. Теперь я готова ответить на ваши вопросы. Благодарю вас за внимание. Что вы можете рассказать о петрологическом типе 7? Типе 7, да, есть несколько образцов, классифицированных как тип 7. Но кажется, эта классификация появилась примерно в 90-х годах. Совсем недавно, с типом 7 все немного сложнее. И мы не знаем наверняка, связан ли этот тип только с термическим метаморфизмом. Или, возможно, на него наложился дополнительный ударный метаморфизм, также приводящий к повышению температуры. Но в типе 7 можно различить гранобластовую структуру, которая наблюдается и в земных породах. Так, на самом деле, в большинстве термически метаморфизованных хондритов, даже в типе 6, вы не увидите такой структуру. Тип 7 указывает нам на еще более высокие температуры. Но в наших коллекциях таких метеоритов очень мало. В чем при этом особенность структуры? Главной особенностью в типе 7 является гранобластовая структура. На изображении, которое я показала ранее, зерна имеют примерно одинаковый размер и имеют тройное сочленение под углом 120 градусов. Это характеризует тип 7. Кроме того, Ник Тим Маккой однажды предположил, что содержание более 1% кальция в ортопероксоне является характеристикой петрологического типа 7. Есть ли еще вопросы для Таши? Тогда у меня есть несколько вопросов, если никто другой не хочет задать. Да, у меня. Меня зовут Стив Даш. Я рад видеть всех на экране. Привет. Это был очень познавательный доклад. Я рад, что вы подчеркнули роль хрома. Раньше я об этом не знал, но меня интересует утверждение, что давления на астероидах никогда не бывают высокими. Конечно, на астероидах давления не очень высокие. Но у нас есть примеры классов, которые, кажется, подверглись метаморфизму при давлениях в несколько гигапаскаль. Есть статья от Кимура и других. И еще одна статья от Абра и других в 2013 году. Они обнаружили амфоцит и гранат, что указывает на планетарное происхождение или что-то в этом роде. Есть ли у вас какие-нибудь мысли по этому поводу? Да, я не так слишком много слышала об этом. Я отрывочно слышала об открытии амфоцита. И это действительно высокобарные фазы. И когда мы находим такие минералы на Земле, то мы делаем ему заключение, так, здесь было такое высокое давление. Однако я не знаю наверняка, может быть это связано с каким-то ударным событием, при котором достигаются и более высокие значения давления. А астероиды – это небольшие тела, и поэтому там очень незначительное давление в недрах. Давление там не играет значительной роли. Возможно, Алан знает немножко больше. Однако я полагаю, что должна быть дополнительная сила, обеспечивающая это дополнительное давление для получения высокотемпературных фаз. Их обнаружили лишь в нескольких образцах. Не думаю, что это чрезвычайно распространенное явление. Или это может быть связано с ударной структурой. Алан Рубин. Да, я думаю, что предполагалось, что эти фазы относятся скорее к состоянию равновесия, а не к ударному воздействию, но это остается загадкой. Да, спасибо, Стив. Я хотел бы сказать, что амфиболы, которые они обнаружили в нескольких хондритах, действительно кажется, что образовались при довольно высоких давлениях на значительной глубине. Я пытался найти способ, чтобы объяснить такое образование в результате удара, однако не смог. И я вынужденно пришел к выводу вместе с оригинальными авторами, что это действительно должно было образоваться на значительной глубине при давлении в гигапаскале и в присутствии большого количества воды. Какие именно давления? Я не помню точно,
Вы можете связаться со мной позже, и я дам вам ссылку. Окей, следующий вопрос. Есть ли вопросы в чате? Алан, не хочешь ли, что я зачитала оттуда вопросы? О да, конечно. Есть вопрос о том, какого размера эти метеориты и сколько они весят. Размер метеорита, когда он приземляется на Землю, может быть разным, но большинство метеоритов относительно небольшие, примерно размером с кулак. Безусловно, есть и более крупные, но они часто распадаются при входе в атмосферу Земли, и поэтому нам достаются много более мелких фрагментов. Они относительно небольшие и не тяжелее обычной земной горной породы. Поэтому, подобрав метеорит, вы скорее всего не почувствуете, что этот камень как-то тяжелее любой другой породы на Земле. Также есть вопрос от Мартина Коулза. Вопрос гласит, почему белые включения CAI и включения из железа имеют неправильную форму, в то время как хондры конденсируются в виде круглых капель. Это потому, что включения CAI и другие включения образуются напрямую из твердых частиц, либо при переходе из газообразного состояния в твердое. А сферическая форма, характеризующая хондры, отражает фазовый переход от жидкого к твердому состоянию. Но если вы будете переходить из газообразного состояния в твердое, то образуются неправильные формы. Они выглядят как хлопья, подобные снегу. Если представить в виде больших хлопьев снега, то они будут выглядеть как немного кристаллическими и с очень неправильной формой. И это связано с фазовым переходом от газообразного к твердому состоянию. А можно ли ожидать метаморфизм внутри астероидов, которые сейчас опробуются? Метаморфизм на астероидах типа груды щебня? Не уверена, правильно ли я поняла первую часть вопроса. Можно ли ожидать метаморфизм внутри астероидов, которые опробуются? Если вы спрашиваете, можем ли мы там получить образцы наиболее высокой степени метаморфизма, то, конечно, мы можем. Таша, я думаю, речь идет об астероидах Рюгу и Итакавы. Речь идет о миссиях Хейбуса к астероидам типа груды щебня, к Итакаве и к Рюгу, откуда у нас образцы. Можем ли мы ожидать обнаружения метаморфизованного материала среди привезенных образцов с их поверхности? Поняла. То есть вопрос, ожидаем ли мы на поверхности этих астероидов обнаружить метаморфизованный материал? Если это астероиды типа груды щебня, то, конечно, это возможно. Особенно если это исходно метаморфизованный астероид. Теоретически это возможно, потому что когда вы разрушаете этот объект и собираете его заново, то весь материал астероида перемешивается. И поэтому в этом случае на поверхности можно также обнаружить и высокометаморфизованные материалы высоких петрологических типов. Согласны ли вы с тем, что хондриты типа CV и CK происходят от одного родительского тела? Этим вопросом я занимаюсь большую часть своей жизни. В течение многих лет я доказывала, что они происходят от двух разных родительских тел. И есть некоторые данные по изотопам хрома, которые подтверждают это. Однако недавно я обнаружила образец, который, по моему мнению, может быть хондритом, переходным от CV к CK, возможно, размытой пограничной области. Если это так, то он образовался на одном и том же астероиде. Но у меня еще не было возможности изучить его подробнее. С этим есть сложности. Я полагаю, что очень сложно получить разную химию с одного и того же астероида. У Алана другое мнение на этот счет. Пока я не уверена на все 100, но склоняюсь к тому, что они различаются. Но я не собираюсь делать поспешных выводов, так что буду кратко. Алан Рубин, да, мы продолжаем возвращаться к этому вопросу, и я уверен, что они представляют разные астероиды. Однако, как я уже сказала, с тех пор, как я получила этот новый образец, он очень похож на пограничное смешанное вещество хондритов и CV и CK, что может означать, что они должны быть с одного родительского тела. Как только у меня будет возможность изучить его, я смогу точно ответить на этот вопрос. Но я все еще сомневаюсь в этой идее, хотя ее нельзя исключать. Таша, это Мэнди. Я быстро. Я так надеялся на бойню на ринге между тобой и Аланом, когда увидел этот всплывающий вопрос. Хорошо, извините. Это был мой единственный комментарий. Ага, как уже сказал Алан, наши взгляды на эту тему менялись. Да, мое мнение менялось из-за неоднозначности данных. Мы должны быть открыты к другим мнениям. Проблема, что изотопы хрома указывают на две разные группы. У Таши есть данные по непрозрачным, в частности по магнетиту. Магнетитовые показатели не перекрываются. По сути, это не перекрывающееся распределение по составу. Однако неясно, может ли это быть связано с разными родительскими телами, или это результат метаморфизма. Моя первая реакция заключалась в том, что если что-то менее метаморфизовано, то мы называем его CV, а если более метаморфизовано, то автоматически называем его CK. И у них единое родительское тело. И затем есть детали в некоторых CK, такие как магматические каймы и белые включения CAI,
которые только что были метаморфизованы, а следовательно петрографические различия могут быть обусловлены только метаморфизмом на одном родительском теле. Но наверняка я не знаю, и это проект исследований, который я предложил, чтобы поработать вместе с Ташей. Очень интересно рассмотреть некоторые загадочные метеориты и попытаться более подробно их исследовать. Да, у нас есть несколько интересных образцов, над которыми Алан и я будем работать вместе. И я думаю, что в конечном итоге мы придем к ответу. Но это действительно сложный вопрос на данный момент. Так что я уже не так уверен. На самом деле нам надо посмотреть возраст из данных по облучению космическими лучами этих двух групп. Я думаю, что примерно одинаковые. Я думаю, это еще довод, что они из одного места. Итак, еще один вопрос для вас из чата, на который, я думаю, надо ответить. Потому что этот вопрос часто всплывает время от времени. Возможно ли, что водное изменение, которое вы наблюдаете в некоторых из этих объектов, произошло на Земле, а не на материнском теле астероида? Я непосредственно не изучаю водные изменения. Но, насколько я знаю, мы довольно уверенно говорим о том, что водное изменение происходило именно на астероиде, так как оно слишком всеобъемлющее. Но мы также уверены, что и на Земле происходили водные изменения. Например, водные изменения происходят сразу по прилету объекта на поверхность. Особенно это заметно в частности в метеоритах из пустыни. В них мы, например, видим земные жилки выветривания. Поэтому мы точно видим свидетельства некоторых изменений, произошедших на Земле. Но опять же, они очень слабые и не настолько обширные. Замеченные водные изменения в метеоритах, кажется, происходили очень и очень интенсивно. И поэтому делается вывод, что все это должно было происходить на родительском теле. Потому что изменения настолько обширные. Так что я не думаю, что есть какие-то возражения по этому поводу. Я уверена в том, что это происходило на исходном теле, или, возможно, даже где-то в исходной туманности. Я хочу добавить, когда мы смотрим на зерна никелистого железа, то во время выветривания на Земле они обрастают геотитом, гидроокислом железа. Но когда это происходит на астероиде, кажется, они обрастают магнетитом. Такое мы видим, например, в хондритах CR. И мы, кажется, не видим подобного преобразования металла в магнетит на Земле. Хорошо, продолжайте. Таша, вы можете прочитать еще пару вопросов? Да, Ларри поднял руку. Итак, я вас слушаю. Да. Привет. Что известно о том астероиде, который имеет форму сигары и находится на совершенно отличной от других астероидов орбите? Кажется, полагают, что он прилетел из другой звездной системы или что-то в этом роде. Тот, который пролетел мимо нас пару лет назад. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Это уплощенный объект в 300 метров в длину, и он внесолнечный. Честно говоря, я знаю о нем очень немного. Я не уверена, что мы знаем о нем много, потому что мы только сфотографировали его. И у нас очень мало данных, только фотографии. Так что я не знаю, из чего он сделан. Есть ли у кого-нибудь какие-то догадки? Я не уверен, хотите ли вы это узнать. Но у меня и у кого-то еще идет бурное обсуждение в Твиттере насчет этого. У нас есть статья, находящаяся сейчас на рассмотрении. Она почти принята, но почти наверняка это азотный лед. Окей. Вау. Итак, Стив, вы не считаете, что это инопланетный космический корабль от другой разумной цивилизации, как утверждает бывший директор астрономического отдела Гарвардского университета? У меня есть много мыслей, которые я не буду здесь обсуждать. Смеются. Сейчас уже примерно 3 часа 30 минут. Я знаю, что у вас еще есть вопросы, но мы заканчиваем. Если у вас есть еще дополнительные вопросы, не стесняйтесь присылать их на почту Джульетты. И она передаст их дальше. И, может быть, Таша ответит на них. Джульетта, почему бы тебе не закончить наше заседание? Да, прежде всего мы поблагодарим Ташу за ее фантастическую лекцию. Сейчас я оставлю мой имейл в чате для вопросов к Таше. И я хотела бы проанонсировать вам нашу следующую лекцию, которая состоится в тот же самый час в 14 часов 30 минут по тихоокеанскому времени 21 марта. Это будет лекция доктора Рианнан Мэйн из Техасского христианского университета. Ее тема звучит как «Зачарованные метеориты как объекты культурного значения». Это немного отличается от того, о чем мы говорили ранее, но все равно должно быть очень интересно. Итак, спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня.
И не стесняйтесь высылать свои вопросы на мой имейл. Окей, спасибо большое. Всем спасибо.